Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Артем Дмитрук, народный депутат Украины, на связи. Артем, здравствуйте. Да, всем добрый день. Артем, ажиотаж жуткий по поводу 9 мая, по поводу парада, по поводу ударов, которые наносит Украина перед днями перемирия. Я всем хочу напомнить и подчеркнуть, что заявленное Путиным перемирие начинается в полночь. То бишь, 8 число, 9 число и 10. Вот эти 3 дня. Ответа четкого, внятного украинская сторона не дает, согласна или нет. Трамп вроде бы как не против, а Келлог выходит и, в общем, предлагает какие-то новые условия, которых не заявляет публично, официально ни Россия, ни Украина, об отводе на 15 километров в разные стороны солдат. И говорит, что препятствие на пути к перемирию и к миру является Путин. В общем, комплекс такой достаточно серьезный вопросов. Мы к ним давайте вернемся в процессе нашей сегодняшней дискуссии. Но меня интересует начать с ратификации сделки. Играет ли здесь какую-то роль в этом всем кавардыке из заявлений, эмоций, ударов, тяжелых ударов с погибшими и украинской территории, тоже шахеды летают уже среди бела дня в Киеве? Играет ли здесь какую-то роль вот эта ратификация? Вчера комитет говорит, да, мы поддерживаем, вносим правку, что сделка на всей территории Украины. Сегодня говорит, да, мы поддерживаем, сделка на всей территории Украины, но мы поддерживаем только этот документ. А вот эти два и не поддерживаем. То есть, или их нужно опять вносить и ратифицировать, или потом у Зеленского есть поле для маневра, чтобы сказать, ой, слушайте, эти два остальные документа не ратифицированы. Здесь вот это зашито в эту игру, как вам кажется? Нет, не нужно искать, что здесь зашито. Я начну с более глобального процесса и перейду к возможному уже завтра, 8 мая, голосованию в парламенте. Значит, смотрите, сделка, она же не выходит за рамки того понятия, которое я называю проект Украина. Да, то есть не субъектную независимую Украину, а проект Украины. То есть, по сути, сделка не выходит за рамки этого проекта. Сегодня сделка по металлам и другим полезным ископаемым выступает для Трампа как возможность предоставить ту победу, которую он должен был предоставить 9 мая для Соединенных Штатов Америки, для своих избирателей, для американцев, для мирового сообщества, перемирием в Украине и окончанием огня, перемирием, возможным ближайшим миром в этом конфликте. Взамен этого получилась сделка, которую в США он представляет как еще большую победу, собственно, для него, для его команды и для всей большой Америки. Что же касается участия этой сделки уже дальше, уже в формате в Украине, внесение ее в парламент, сейчас в комитете, это технические вопросы, скажем так, они на скорость никак не влияют. Завтра будет заседание в Верховной Раде. На заседание будет вынесен один единственный вопрос, собственно, это ратификация этой договоренности, этой сделки, по сути, ее легализация. Сомнений в том, что найдутся голоса, проголосуют депутаты, у меня в принципе нету, поскольку на сегодняшний день ситуация уже с парламентом находится в таком положении, что любые способы, когда еще начался процесс с Трампом, были возможности на то, чтобы сменить ситуацию, чтобы сменить режим, чтобы Рада снова стала субъектной, чтобы Рада снова имела право голоса, они потихоньку отошли. Поэтому сегодня у меня сомнений в том, чтобы ратифицировать подобную сделку, то есть голосовать за нее в Раде, нету. То есть я думаю, что голоса будут. Говорить о том, что в парламенте нету субъектных рабочих депутатов, не стоит, просто у них нету на сегодняшний день уже никакой возможности проявить свои политические взгляды или проявить свои оппозиционные взгляды.
взгляды. Сложилась уже такая ситуация в Украине, в частности, в украинском парламенте. Поэтому ратификация пройдет. Здесь же важно понимать следующее еще, Александр, что договор, сделка о металлах – это составная часть одного процесса, который все равно продолжается. То есть сделка, после сделки должны быть определенные переговоры, которые последуют к миру. То есть то, что в свои первых 100 дней Трамп принес первую победу, это не значит, что победы нужны будут еще дальше, и нужно будет реализовывать этот проект. Конечно, этому всячески противостоит коллективный Зеленский. Вот это его основная задача, поскольку я хочу напомнить вам формулу, которая гласит нам о том, что любое приближение к миру приближает падение режима Зеленского. Поэтому ему всяческим образом нужно его укреплять. С вами можно поспорить, причем устами Фицо можно поспорить, который четко сказал, что этой сделкой Зеленский купил продолжение войны. Это его близко к прямой речи, это его видение ситуации. Но ведь по сути это подтверждают даже игроки на букмекерской конторе всегда. С приходом Трампа, до прихода Трампа, во время выборов, вот эта вот история, закончится ли война в этом году. И вероятность резко снизилась. На 15%, было 60 с чем-то, стало 50 с чем-то. То есть сейчас у нас, по мнению букмекеров, после подписания сделки вообще 50-50. Будет ли дорога к миру или ее не будет, понимаете? Поэтому, и даже сама суть сделки, она тоже выглядит таким образом, что о демилитаризации Украины в речах Трампа ни слова. Вот эти все поставки оружия или даже запчастей на какие-то F-16, они могут быть четко вписаны в капитальный взнос в рамках этой сделки. Соответственно, у Зеленского появляется время, ресурс и экономическая крыша Соединенных Штатов Америки, которую можно называть, конечно, колония метрополия, которую можно критиковать, но тем не менее. Получается, наоборот, вот эта сделка и ее ратификация, если все пройдет гладко завтра, как вы утверждаете, нам отдаляет горизонт приближения мира. Я не утверждаю, я предполагаю, выходя из тех событий, которые уже происходили в парламенте и того, как может быть. Я думаю, что та колючая проволока, которая натянута вокруг Верховной Рады, в случае чего просто не позволит выйти народным депутатам из парламента, а не наоборот использовать ту функцию, которая ранее ей предназначалась. Смотрите, что очень важно еще по сделке, что, конечно же, мы сейчас с вами видим такую ситуацию, когда Трамп загнал себя в определенный тупик переговорами как с коллективным Зеленским, с проектом Украина, так и с Российской Федерацией. И сегодня удержание Зеленского, подписание сделки дает возможность Вашингтону проводить дальнейшие переговоры с Москвой. То есть сегодня такая сделка, сегодня коллективный Зеленский дает возможность просто общаться с Вашингтоном, общаться с Москвой, поскольку точек соприкосновения, возможностей для разговора становится все меньше. И поэтому сегодня марионеточный Зеленский дает возможность продолжению этого диалога. Конечно же, мы сами понимаем, что сделка – это очередное страшное преступление Зеленского, это очередная госизмена Зеленского, да, но она уже, это тысячное преступление, поэтому уже тоже ему это сильно не повлияет. Что же касается дальше, то, вы знаете, Трампу как не нужен был Зеленский, так ничего не поменялось, поскольку это субъект, политический такой субъект, воин совершенно другой группы. Зеленский – это не воин команды Трампа, поэтому его участь предрешена, это точно. Поэтому, скажем так, это момент такой короткий момент, который всего лишь ситуативно сейчас повлияет на процесс, не более. Поэтому говорить о том, что эта сделка стала началом нового процесса
подкрепления проекта Украина, продолжения укрепления Украины как антироссии, как инструмента для ослабления России в руках Трампа не стоит, потому что это совершенно не так. На данном этапе Трамп всего лишь укрепляет свои позиции и укрепляет свои интересы, которые ему необходимо получить от взаимодействия с Москвой, с Российской Федерацией. Вот и все. Удары по параду будут? Очередная сакральная дата, очередное сакральное событие, 8, 9, 10. Ну, в этом случае, честно скажу, уже, конечно, козыри абсолютно в руках Путина. Он первый об этом заявил, так же, как и на пасхальное перемирие. И здесь вот это такая развилка, которая нам говорит о том, что удары, безусловно, со стороны террористического режима Зеленского могут быть, и мы сегодня с вами сейчас прямо свидетели того, что они проходят по территории Российской Федерации. И здесь самое главное, какой вопрос мы с вами должны задать. Когда только начались удары по территории Российской Федерации, еще будучи в Украине, я спросил, а какая цель этого всего? Какое вот стратегическое военное значение они несут? Оно как-то поменяет положение на фронте? Оно как-то поменяет положение социальное в нашей стране? Нет. И сегодня это точно так же. Все эти удары по территории Российской Федерации не несут никакого положительного значения для украинской стороны, для Украины или для армии Украины, для ВСУ. Сегодняшние удары по территории России всего лишь укрепляют статус, террористический статус и положение Зеленского. Смотрите, если мы будем рассуждать о том, что будут ли они именно в период 8, 9, 10, когда обговорено перемирие, там, или они происходят уже сейчас, по сути, если ударов не будет, хотя уже сложно говорить, потому что уже происходят удары, то есть уже есть определенное нарушение предварительных договоренностей, то и первый вариант, если удары будут, и второй вариант, если ударов не будет, ведут к одному, к тому, что Зеленскому придется уйти. Объясню. Вариант того, что возможно... Сейчас объясните, логика потрясающая. Тем более, что давайте же, как-то так вот объемно попытаемся взглянуть на то, что вы говорите. Сейчас вы объясните, почему Зеленский должен уйти. Значит, во-первых, перемирие еще не началось, еще сутки до перемирия, меньше. Да. Это раз, это важно. Во-вторых, значит, люди просто не умеют задавать вопросы. Понятно, что Украину кошмарят шахеды, и всегда хочется элемент мести, элемент вот этого равенства. У нас есть сообщение о том, что, причем от российских военкоров, что поражен завод с оптоволокном. Дроны на оптоволокне являются безусловным преимуществом для российской армии сейчас. Мы только подходим на подступах к вот этой технологии, да, а там уже идет активное развитие, и этот вроде как завод один, так нам подают и сообщают, на самом деле непонятно, и он вроде как разбомблен, туда прилетело. И второй прилет такой, да, тоже, что легче от этого ВСУ станет или не легче? Возможно, в какой-то перспективе отчасти легче, потому что это все-таки военный объект. Что один, что второй, это аэродром, там, где самолеты для парада готовятся. Вроде там не пострадали самолеты, там 2 аэродрома. В Подмосковье заявляется о том, что под Москвой 2 аэродрома поразили. Смотрите, тут же возникает 2 вопроса. Вопрос первый. Нет, даже с учетом тяжелого беспилотника, да, даже с учетом того, что ты там 1 машину, 2 машины выведешь из строя, нет критического поражения, именно военного. По заводу не знаю, что там, куда попало, что взорвалось. Нам только дым показывают и все. То есть это не то оружие, которое может там обезвредить полностью даже этот военный объект. Это важно понимать. И второй момент. Если вы можете условно или там могли до 9 мая поразить этот завод. Или до 9 мая поразить вот эти самолеты вот таким образом. На самолеты были атаки, но тем не менее, почему не сделали этого раньше? То есть, для того, чтобы раньше произошел этот эффект, и ВСУ стало легче.
Это вот очень хороший такой маркер о том, что сколько здесь политической составляющей, сколько военной. Ну, давайте к самому интересному. Почему Зеленский должен уйти? Хоть так, хоть так. Да, хорошо вы подытожили мой предыдущий ответ о том, что это исключительно маркер для Зеленского, о том, что это не несет никакого стратегического значения ни для Украины, ни для ВСУ. Подобные удары по территории Российской Федерации – это исключительно укрепление личностных амбиций Зеленского и в его позиции как террориста. Что же касается ударов именно 8, 9, 10 мая. Хотя мы понимаем, что на сегодняшний день, честно, мне сложно представить, когда 7 мая еще бьют, а вот Зеленский сказал, а 8 мы не били. То есть, На Пасху мы представили это, подождите. Да, но все равно процесс, понимаете, процесс уже запущен, и это такие, опять же, такие манипуляции, такие, знаете, вбросы Зеленского, вот не более. Все же прекрасно понимают, к чему он это делает, что вот такое поднять руки, я в 11:59 я уже не бью, до этого бил по Москве, да. Точно так же можно сказать, подождите, точно так же можно сказать и про сторону Российской Федерации. Вот они били, вышел Путин за час, говорит, сейчас перемирие, все, перемирие. Да, но мы, к сожалению, в совершенно разных положениях, говорить можем о разном, в разном расположении сил, в разном расположении на фронте и так далее и тому подобное. Что же касается ответа на ваш вопрос, почему и первый, и второй вариант этой развилки сакрального 9 мая для Зеленского не несет ничего хорошего. То есть, что бы он ни сделал, это приведет к одному. Раньше или позже, просто в разном статусе. Объясняю. Не удары Зеленского в сакральные дни 8, 9, 10 приближает и укрепляет возможные мирные договоренности в том или ином формате. Мир для Зеленского – это конец, мы с вами понимаем. Это первый вариант. То есть не удары приближают к еще возможному миру, каким-то датам перемирия, прекращения огня, остановки огня и так далее. Это первое. Второе. Возможные удары Зеленского в сакральные даты, обозначенные, приводят к тому, что еще большее количество людей, именно конкретных политических субъектов, например, таких как Китай, конкретно понимают и становятся в противостоянии с коллективным Зеленским. Конечно же, говорить о том, что Китай сразу же после этого запустит свои войска на помощь Российской Федерации или будет как-то отвечать Украине, не стоит. Китай на сегодняшний день хорошо сформировал свой микроклимат внутри страны. Китай на сегодняшний день очень умело, скажем так, воюет с помощью экономического процесса, с помощью торговли и так далее и тому подобное. Но Китай может очень хорошо посодействовать Российской Федерации в экономическом плане, в плане поставок определенных продуктов, в том числе и военных. Поэтому это всего лишь ускорит процесс падения режима. Поэтому вот такой мой ответ на два фактора – бить и не бить. И бить, и не бить приведет к одному, просто в разных форматах, в разных отношениях. То есть не бить все равно приведет в дальнейшем к возможному миру. Мир для Зеленского – это крах. И если бить, то просто усилит процесс падения режима под другим форматом. Вот и все. У него здесь нету вариантов. На российских ресурсах распространяют информацию о том, что якобы дана какая-то команда, какое-то распоряжение, что если Украина не пойдет на перемирие и будет продолжать воздушные атаки, на поле боя будет, в общем, откажется от перемирия, то есть задача выбрать цели на территории Киева для удара орешником. Разные инсайдеры, они говорили, что, в принципе, цели все известны, это просто опубличивание какой-то информации для того, чтобы публично это все максимально распространить, мол, пытается, условно, Кремль играть в эту игру, в которую играет Банковая на протяжении последних дней. Я имею в виду Ермака с фотографиями о том, что над сожженной Москвой лик Зеленского, и другие какие-то моменты. Подоляк выступал, Ермак. В общем,
как бы и пытаются играть в эту же игру, что это все медиа-штуки, на самом деле известны все цели, все прекрасно знают, даже если чего-то не знают, потом доразведают. И вот эта угроза орешникам исключительно такая бутафорская. Что вы думаете по поводу этого? Действительно ли расчехлят орешник в случае срыва перемирия или ударов по Москве и Подмосковью в День Победы? Ну, первое, смотря правде в глаза, если мы вспомним по Орешнику, то по Орешнику российская сторона заявляла вполне конкретные действия. Она говорила, что перед тем, как мы будем проводить военную операцию с помощью орешника, то есть попросту бить орешником по территории Украины, мы будем предупреждать. Об этом заявлял сам Путин. То есть в этом плане я не ищу какой-то конспирологии или глупости, или известности в целях, которые есть на территории Киева или других регионов Украины. Это на самом деле на сегодняшний день с их стороны, с точки зрения Российской Федерации, всего лишь укрепление в их позиции касательно того, что удары орешникам будут перед этим предупреждены для того, чтобы гражданские лица могли провести определенные действия и там уехать с этой территории, куда будут направлены действия, собственно говоря, будущей ракетной атаки. Поэтому здесь все вот эти истории, кто пишет там из блогеров, из возможных военных экспертов, что вот, что вы там рассказываете, предупреждаете, ну, по мне, так это ничего особенного. Об этом российская сторона заявляла, что перед ударами орешником она будет предупреждать. Будет ли этот удар? Ну, тут, вы знаете, прогнозировать очень сложно. Будем смотреть по тому, что происходит. Вы знаете, вот удар орешником, вот мы с вами все дальше и дальше отходим от реального положения дел на фронте. Ситуация аж не улучшается. Мы продолжаем, Украина, как политический субъект, продолжает терять свои территории. С орешником или без орешника ситуация одинакова. Орешник просто на сегодняшний день может только ухудшить еще социальную ситуацию в Украине для обычных граждан. То есть мы с вами можем сегодня говорить конкретно о том, что Зеленский, прикрываясь живым щитом, то есть гражданами Украины, продолжает вести свою террористическую деятельность, что, в принципе, не меняет его изначальной стратегии. Это было так изначально и является так на сегодняшний день. Поэтому, подытожив этот вопрос, именно в этом вопросе с орешником, ничего особенного. Россия об этом заявляла сразу. Когда будем бить, будем предупреждать. Это была официальная позиция Москвы. Поэтому ничего особенного нет. А то, что касается, вот, будем определять там цели, вот за 3 года войны уже все цели могли бы быть определены. Слушайте, сегодня ситуация меняется абсолютно каждый день, и цели могут меняться, и стратегия может меняться, и все остальное. Вот, поэтому искать в этом какой-то подвох или тем более слабость там в российской стороне в том, что они не способны или не могут, это полная ерунда. Нет, тут вопрос возникает в другом. Предупреждая, что будут бить орешником, оттуда свернутся и смоются. Тут же тоже фактор войны такой своеобразный, понимаете? Тут, понимаете, это была позиция. Об этом заявил лично Путин, насколько я помню, о том, что когда будем бить орешником, будем предупреждать. Поэтому тут все сходится. Тут уже вопрос в том, что война не война, стратегия не стратегия, это было сказано. Поэтому лично я вижу в этом только подтверждение позиции Москвы. Странная просто война какая-то, понимаете? Получается, что ударят, гипотетически ударят орешником, а там никого не будет. И тоже какая-то интересная вот эта история. Это мы давно уже слышим всю войну со стороны россиян. Центр принятия решений. Так приказы могут отдаваться из далекого запада Украины, могут отдаваться вообще с-за границы. То есть, все как-то вот очень и очень своеобразным образом выстроено.
Но что же касается центра принятия решения, то мы с вами возвращаемся к вопросу о том, что Украина, в принципе, никогда не была субъектным государством. Имеется в виду, что каждый президент Украины участвовал в этом проекте, и поэтому, конечно, центры принятия решений были на самом деле не в Украине, а украинские как бы руководители, украинская власть, украинское правительство всего лишь выполняли определенные задачи, ну и получали такую, знаете, инструкция в посольстве. Каждый там президент заходил в посольство и получал инструкцию на руководство страны. Вот, уважаемый Владимир Александрович, да, Порошенко и другие, вот ваша инструкция по руководству проектом Украина. Пожалуйста, выполняйте. Вот. Но я думаю, что центр принятия решений все равно, это имеется в виду какие-то объекты на территории Украины. Артем, да. Сейчас какое-то интересное движение вырисовывается вокруг центров сопротивления. Это вот как бы идея зам главы офиса президента Верещук, она ее лицо этой идеи. В общем, проталкивается, что в каждом областном центре, там чуть ли не в каждом городе, как раньше были пункты несокрушимости, когда не было света, вот эти ставили генераторы, Starlink, там вот и люди могли прийти попить чай, когда подолгу не было света. Сейчас такая же похожая история с какими-то центрами сопротивления, национального сопротивления. Примечательно, что Стрийский район, это Львовская область, уже выделяет 60 миллионов гривен для того, чтобы переоборудовать старые какие-то туристические или какие-то базы, площадки, для того, чтобы там вот построить центр, чтобы там готовились люди. То есть это абсолютно какая-то интересная инновация. В чем смысл? То есть одно дело там ТЦК, учебка, военный, полетели, да, поговорим про мобилизацию и ее ужесточение тоже. А другое дело, что это как бы отправляется посыл гражданскому населению. Мол, хочешь там тактическую медицину, ведение боя, какие-то знания, вот давай, приходи в свободное время от работы, по выходным или еще когда-то. В общем, двери открыты. Эти центры будут устанавливать по всей стране. Даже на далеком краю, западном краю географии Украины, так и, собственно, везде, по всем городам. Что это за проект, что вы о нем думаете? Смотрите, первое, воровать деньги из бюджета на подобных проектах, на подобных реализациях, это профессионалы, весь кабинет министров, все чиновники – это профессионалы этого направления. Заявлять о каких-то громких проектах и реализациях и просто списывать на них деньги, так же, как и строительство дорог при фронтовых территориях, строительство спортивных центров в городах, которые уже находятся под контролем Российской Федерации. То есть, смотрите, мастерское умение распределения бюджетных средств Украины для того, чтобы их украсть, это прям козырь власти в Украине, козырь правительства имеется в виду. Да, что же касается дальше. На данном этапе, Александр, любые сегодня подобные инициативы, будь это рекрутинговые центры или будь то такие центры, которые будут чему-то там учить, они не приведут к реальному результату, потому что мы с вами потеряли базу, мы с вами потеряли идею, мы с вами потеряли вот то первое, самое главное чувство, которое было у граждан Украины по отношению к своей стране, вот оборонительное чувство, чувство долга за свою страну. У всех по-разному проявлялось. Кто-то шел на фронт, кто-то становился делать какие-то сетки, кто-то отдавал последние деньги, кто-то шел медиком на фронт и так далее и тому подобное. То есть вот это чувство идеи, чувство единства мы уже давно утратили. Утратили его благодаря, конечно же, действиям Зеленского и так далее и тому подобное. Поэтому подобные центры реального применения, реального действия на территории Украины уже просто не могут иметь. Это фиктивная история, я считаю, исключительно для того, чтобы можно было бы получить еще какие-то средства из бюджета. Посмотрите, мы же с вами сегодня свидетели того, что вот этот проект по мобилизации 18-летних граждан, да, он тоже проходит
так скажем, успеха не нашел, потому что все, кто имел возможность вывести своих детей за границу, вывезли, кто на сегодняшний день имеет возможность сохранить их еще дома, заплатить за их жизнь, заплатил, так же, как и взрослые мужчины. Поэтому подобные инициативы, которые направлены на гражданское такое понимание процесса, уже утратили свою возможность. Так же, как и подобные, допустим, рекрутинговые центры. Они могли иметь смысл, и их был в этом смысл, имеется в виду смысл в обороноспособности нашей страны, в единении нашего общества, наших людей, там, если не сразу, то там первые полгода большой войны. В этом был смысл. Вы же понимаете прекрасно, все, кто имел желание, имел возможность, ушли на фронты, реализовали свои возможности. Сегодня на фронте воюют люди уже практически в полном составе, которых мобилизовали в последнее время. Мобилизовали в скобочках, я имею в виду, украли с улиц и привезли на фронт. То есть сегодня ВСУ в большинстве своем состоит именно из таких людей. Командиры, да, командиры там это люди, которые могли воевать там с 2014 года, более опытные солдаты, офицеры и так далее и тому подобное. Но они не выполняют основную функцию на линии фронта. Ну и, конечно же, эти 5% таких праворадикальных настроенных военных, так сказать, которые никогда не посещают линию фронта, а проводят свои боевые будни в ресторанах или в студиях, рассказывая о каких-то вещах, укрепляя там рейтинг Зеленского и так далее и тому подобное. Сегодня нужно понимать, что линия фронта, она состоит из тех бедных людей, которых украли просто на улице. Поэтому я подытожу ваш вопрос о том, что, по моему мнению, уже поздно, поздно делать определенные инициативы, и рекрутинговые центры или другие центры обучения, они сегодня будут выступать исключительно как способ очередной раз украсть деньги из бюджета. Но реального предназначения они иметь не будут, поскольку этим нужно было заниматься намного раньше и совершенно по-другому. Ну, вы же видите, здесь же философия какая просчитывается, она на поверхности, что вот эти центры, что если условно российская армия зайдет, чтобы люди, население было обучено противостоять им партизанскими методами. Получается, сама идея появления подобных центров – это не сколько мобилизация общества, а сколько... Ну, не столько мобилизация, а сколько вот именно вот подготовка каких-то диверсий, как прогноз, что определенные территории будут оставлены ВСУ. Ну, вот я так подберу выражение. Ну, но если это смотреть, подумать с точки зрения этого, то это вообще ужасно и критично. Потому что на сегодняшний день, знаете, все хорошо говорят о обязанностях мужчин, граждан Украины, которые обязаны идти и воевать. Идти, извините, не воевать, идти и погибать. Вот. Но никто не вспоминает, потому что это не модно и не выгодно, что государство по отношению к гражданам Украины совершило самую большую ошибку и не выполнило самое основное обязательство. Это допустило войну. Понимаете? И с этого нужно начинать. А то, что вы говорите, так это вообще ужасно. Это говорит о том, что, по сути, режим признает то, что дела на фронте не могут быть лучше, они становятся только хуже. Поэтому готовьте дома палки и лопаты для того, чтобы обороняться. Вот. Ну, это, если это рассмотреть с этой точки зрения, то, безусловно, это очень плохой сигнал. Очень плохой сигнал. Хотя с той же стороны мы видим определенные сигналы, которые говорят о неизбежности, допустим, смены режима или даже выборов. Да? Поэтому сложно сказать. Я думаю, что сегодняшний режим, он действует исключительно в процессе такого фрагментарного понимания, то есть он фрагментарно реагирует на процессы, которые происходят, вот, получая определенную информацию, они действуют, исходя из этого. Знаете, я видел даже определенные исследования, определенные планы ООН совместно с Кабинетом министров Украины, которые планируют уже
ситуацию по окончанию войны, как они будут разбираться с демографической ситуацией в Украине. Они совместно с ООН утверждают какие-то планы по возвращению людей после военных действий, как люди будут работать в Украине, увеличение рабочих мест и так далее. То есть какие-то большие стратегические планы. Ну, этот текст больше похож на текст такого, знаете, программировано з чата GPT, що потрібно зробити для того, щоб покращити життя там в країні, да, і там цілий список людей, там цілий список функцій, там у повышения рабочих мест, повышение образования, повышение медицины и так далее и тому подобное. Но самое главное, что на этот процесс, на это исследование уже было выделено огромное количество денег из бюджета Украины на планирование и стратегическое укрепление плана будущего Украины, безусловно, связанного с Европейским Союзом, вступление Украины в Европейский Союз до 30-го года и так далее и тому подобное. То есть они не рассматривают основную суть и задачу, что без смены вектора развития Украины геополитической, без смены хозяйствования в Украине полного, без смены проектности Украины, в ее проектности жизни Украины как антироссии невозможно. То есть я вот вчера буквально видел эти исследования, которые дальше продолжают планировать жизнь Украины. Это было значит, исследование в демографическом там плане переселения Украины. Они, значит, в ООН, там уже в определенных организациях решили, что граждан Украины можно переселять на Западную Украину для того, чтобы они там работали, так как все равно будут продолжаться военные действия. То есть для них Украина продолжает выступать проектом антироссия, проектом военным, инструментом для достижения своих геополитических целей, восславления России и так далее. Поэтому у каждого в этой ситуации свои цели и свои задачи. Как я говорил ранее, говорил всегда, гибнут украинцы, мы теряем Украину, а все, без исключения, все стороны получают с этого и ищут исключительно только свою выгоду. Как, например, последняя новость я видел о том, что США хотела поместить людей, которых они выгнали со своей страны, на территорию Украины. Да? То есть просто использование Украины как для такой инструмент для закрытия своих каких-то вопросов или прикрытия своих каких-то проблем. Поэтому пока Украина существует как проект, а как не самостоятельное, независимое, субъектное внеблоковое государство, она будет всего лишь таким придатком для реализации каких-то идей, каких-то проектов. Да? В данном случае инструментом для ослабления Российской Федерации в интересах воинственных западных групп. Или сегодня, как мы видим, Трамп очень умело использует Украину для того, чтобы продолжать диалог с Москвой, например. Ну, такой странный диалог. Там ракеты ведь американские, те, которые вроде как сбили с дрона российский самолет. Разведданные идут, помощь идет, фиксируются самолеты, передвижение. Смотрите, да. Я просто одно слово скажу, что когда встречаются представители Вашингтона и Москвы, намного же лучше иметь еще козырь в том, Вашингтона я имею в виду, когда они говорят, ну, мы можем договориться, а можем дать еще Украине какое-то количество вооружения, вы еще повоюете и так далее и тому подобное. То есть, как любит говорить Трамп, да, это козыри в его руках, козырные карты, которые он использует. Договор по металлам – это тоже очередные козырные карты ему на будущее, которые он может использовать в переговорах с Российской Федерацией, с Зеленским или без Зеленского, когда его уже не будет. То есть вы же понимаете, что это договор… Смотрите, сделка не приближает мир, не приближает сама сделка. Но сделка, вот эти выгоды, о которых вы говорите, дает Трампу только лишь когда будет мир. Ну, то есть тут какая очень такая патовая ситуация, такая вилка классическая, нужно как-то вот решать вопрос. То есть… да. Ну, смотрите, что же касается сделка не приближает мир, но это один из моментов взаимодействия с Украиной и Россией в этом большом
процессе, который забирает. Вот сделка уже есть, сделку мы сделали. Что еще можем сделать? Какие следующие этапы взаимодействия? Ну вот, поэтому мы сейчас в таком вот процессе. Да. Артем, вчера в Черкасах, активно я это и в своем эфире тоже демонстрировал, захвачен храм. Причем очень интересно было, ну, все как всегда, полиция, там, представители ПЦУ, люди против, их там не пустили, ворвались, Да. вскрыли, ну, двери, в общем, все. То есть, по факту там приехал митрополит, владыка приехал, да, Феодосий, там, ну, это все, поругались, потолкались, и, собственно, все произошло так, как и во многих случаях раньше. То есть, очередной храм УПЦ захвачен и передан ПЦУ. Но мне интересен вот момент определенный, ну вот какой-то, ну вот что-то, видимо, меняется, наверное, у людей, восприятие этого. Все четко увидели эту схему, потому что ее четко вышел мэр на захват этого храма, мэр Черкас, и сказал, что смотрите, вот это такой-то район, да, в Черкасах, тут живет столько-то людей, вот есть храм. Вот мы спросили у этих людей, которые здесь живут, и вот они сказали, давайте ПЦУ сюда. Все, проваливайте. И тут уже начинается такая дискуссия, уже более как бы философско-богословская. То есть в смысле людей. Так в законе везде там есть как бы приход у церкви, да, то есть прихожане. Не все люди, а прихожане. Там, кто голосует, то есть приход должен решить, какую он хочет церковь, эту или эту. Я приводил примеры в шуме, что, ну, то есть ну, действительно, прихожане собрались и сказали, ну что, война, то есть, да, мы там против, мы не можем, мы веруем, ну, давайте поменяем священника. И принадлежность того или иного храма, и это прошло мирно, с согласием большинство людей, которые ходят в эту конкретную церковь. Эти в Киевской области были такие прецеденты. Ну, то есть, все очень цивилизованно, мирно и понятно. Здесь мы видим вмешательство полиции, власти местной и дискуссию. Так кто должен решать, где какая церковь? Те люди, которые в нее ходят, или те люди, которые живут рядом? Смотрите, тем людям, которые живут рядом, как показывает практика, абсолютно все равно. То есть имею в виду люди, которые не ходят в церкви, которые не посещают богослужения, ну, по сути, которые не являются прихожанами церкви, им, по сути, все равно. И, как показывает практика, они не имеют вообще понимания, какая это церковь, УПЦ, это ПЦУ там, и так далее и тому подобное, да. Что же касается данного случая, да, и таких случаев уже сотни, который вчера был в Черкасах, смотрите, это очень простой рейдерский процесс перерегистрации. Это происходило в Украине абсолютно всегда путем перерегистрации. Если, значит, у человека есть возможность получить в Минюсте эту перерегистрацию какого-то объекта, будь то предприятие, будь то квартира, будь то автомобили и так далее и тому подобное, другая право собственности, если есть возможность повлиять на перерегистрацию, на переоформление, скажем так, повлиять на черных регистраторов, вот, это делалось. В Украине всегда процветал и процветает процесс, когда у человека, у которого есть право собственности, если кто-то этим более сильный заинтересуется, он может это отобрать. Я в Украине с этим сталкивался очень часто, постоянно противостоял этому. Это касается и процесса, когда у людей забирали огромное количество квартир, целые дома. Я людям возвращал это и делали обратную перерегистрацию на людей. Вот, и другие процессы. С храмами происходит все то же самое. Делается перерегистрация, приходят в храм и говорят, что ваш храм уже вам не принадлежит. В данном случае никто у прихожан храма не спрашивает. Что самое в этом ужасное, что
прихожане храма, вот паства, священники, владыки, все это строится, содержится за общие деньги. То есть никаких государственных поступлений, денег из бюджета ни один храм никогда на себя не берет, не требует и не получает. Это исключительно деньги той громады, которая и посещает эти храмы. И вот путем такой черной регистрации, путем преобладания силы на данный момент, они приходят и забирают храм. В данном случае, что уже для нас такое самое ужасное, что это легализация преступных действий. Значит, о чем я сейчас говорю? Что значит легализация преступных действий? Что если раньше в случаях с другими храмами мы видели, что приходят отбирать храмы люди в масках непонятного происхождения, как правило, просто там такие ОПГ, бандитские формирования, которые нагло приходили, избивали верующих, избивали священников и захватывали храм, то в данном случае мы видим, конечно же, уже процесс, которому практически невозможно противостоять обычным прихожанам, владыке. Это когда, собственно, представители власти, представители местного самоуправления приходят и легализируют этот процесс. То есть мы видим, что пришел мэр, пришел заммэра и конкретно говорят, что здесь уже не будет Украинской Православной Церкви, а мы решили, здесь будет другая церковь. То есть у реальной громады церкви, у реальных прихожан никто не спрашивает. И, конечно же, вы видите, что основными действующими лицами в силовом захвате храма выступают уже не просто бандиты, а реальные представители власти, представители силового блока. То есть пошла полная легализация процесса, лишения людей права собственности на свое имущество путем просто сотрудников полиции. Они даже не привлекают уже бандитов. Они приходят, сотрудники полиции, мэр, и сами это отбирают. Хотя процесс рейдерские захваты, я еще раз повторюсь, в Украине всегда был и есть, и он сопровождался всегда общими усилиями, то есть помимо бандитов всегда присутствовали сотрудники полиции, которые выступали на стороне бандитов, но активно не участвовали, да, скажем так. А сегодня мы видим, что это происходит уже даже без бандитов, чтобы лишнее не тратиться, используют только административный ресурс и отбирают храмы. Глобально, вообще, что касается... Подождите, а что вообще происходит с полицией? Слушайте. То Смотрите, они теперь вместо ТЦКшников, не всегда, иногда и ТЦКшники тоже, так сказать, оповещают граждан, крутят, запихивают в бусик и доставляют в военкоматы, даже иногда без ТЦКшников. То они храмы помогают захватывать. Что это за такая очень тенденция? А завтра что будут делать? Не завтра, а уже сегодня. Смотрите, это один из инструментов, такой же, как и ТЦК, такой же, как и СБУ. Это полиция. Это инструмент в руках террориста, захватившего власть, Зеленского. Все. Они выполняют преступные приказы. Очень хорошо, кстати, владыка Феодосий там говорил, что вы, полиция, он обращался, имеете полное право не выполнять преступные приказы. Но при этом, понятно, никто его не слушал и на это не реагировал. То есть сегодня полиция, как и другие силовые структуры, выступают инструментом в руках Зеленского, репрессивным инструментом по отношению к украинским гражданам. Ни больше, ни меньше. Ничего здесь особого искать не надо. Просто инструмент для запугивания. В данном случае они выполняют приказы, которые им дают. Да, они преступные, но они их выполняют. Понесут ли они за это наказание? Неизбежно. Вот. Все равно окончание режима неизбежного, и каждый, кто совершает подобные преступления, понесет за это наказание. Почему? Потому что фиксация абсолютно всех преступлений есть. Там не такое большое количество людей, которые участвуют в этих преступлениях. Я имею в виду, это и воровство людей из улицы сотрудниками и ТЦК, СБУ, и полицией, и другие преступления, такие как рейдерский захват имущества, в том числе храмов. Поэтому эти люди понесут обязательно свое наказание в рамках закона. Вот, поэтому полиция выступает здесь как инструментом, репрессивных инструментов общей террористической машины Зеленского. Знаете,
возникает такой важный вопрос. Неужели американцам плевать? Вот ходили, гуляли вот эти слухи, что, оказывается, санкции против окружения Ермака, в том числе и за экономические преступления, за какие-то Да, за воровство, они вот уже прям чуть ли не введены, просто не огласили их. Они уже прям не действуют, но вот уже осталось там буквально дать отмашку и все. В этих санкциях есть доля ситуации вокруг притеснения УПЦ, потому что там есть активная работа там, адвокатов УПЦ американских, да, которые собирают фактаж, информацию, то есть конкретные виновные и за это, не только там за разворовывание и так далее. Понимаете? Но мы видим абсолютно другую картину. Вместо санкций, наказания за захваты храмов, мы видим вообще сейчас какой-то процесс удивительный. Представляете? Украина оружие может экспортировать. Воюющая страна, есть запрет, потому что есть сопряжение с технологиями других стран, есть фактически переданные комплектующие или части, или само оружие других стран. Но вот нам сейчас делают какую-то интересную эту штуку, ширму, да, что смотрите, у нас вообще там 45% оружия, которым воюет украинский солдат, это украинского производства оружия. Мы там должны как бы зарабатывать деньги, вводя 20% мыто, то есть как бы пошлину тут 20%, или как-то по-другому наполнять бюджет за счет того, что мы, воюя, будем продавать оружие кому-то другому. То есть фактически так вот, если разобраться, то там прав Такер Карлсон, например, который говорит о том, что это потребность в легализации. Это как вот с каннабисом, с какими-то другими там вот этими там OnlyFans или еще. То есть это есть продажа оружия, но надо его легализовать, чтобы там в кубышку все там капало оттуда. И это вот как-то странно. То есть и американцы, получается, они никак не могут на это повлиять. Вот, пожалуйста, вот еще и давайте оружие официально, легально продавать. То есть все в рамках закона. Америка бессильна? это вот последняя ваша фраза, она очень хорошо отражает то, что когда Трамп шел к власти, когда у него была предвыборная кампания, и он был уверен в том, что когда он придет, он скажет, и так и будет. То есть, что Украина – это его полностью подотчетное ему и подконтрольное государство, и он сможет выполнять, сможет давать любые приказы, и они будут выполняться. Но тут стали в противостояние еще ряд политических субъектов и стран, которые тоже имеют взгляды на проект Украина. Поэтому все не так просто, и реализация любых проектов, на любых заданий на Украине получилась для Трампа не такой уж и простой. Дальше, Такер вообще, последнее заявление его о том, что Зеленский, по сути, является убийцей, это не первое заявление, не последнее. У американцев есть абсолютно вся информация о преступлениях, которые совершает Зеленский по отношению к просто гражданам, к политическим преследованиям, к пыткам и так далее и тому подобное. То есть они обо всем этом знают, но не говорят по причине того, что, по сути, это не сделает ничего, что в их интересах. То есть они не смогут на это никак повлиять. То есть они на данном этапе поняли, что реализовывать те идеи, которые они там продвигали, в полном объеме на территории Украины они не могут. Дальше. Мы должны сами не забывать, что в первую очередь Соединенные Штаты преследуют исключительно свои интересы. И когда был возможен процесс мира, я об этом неоднократно говорил, что Трамп для нас в том периоде был исключительно инструментом, не фактором окончания войны, а инструментом к достижению мира. Мы его на данном этапе упустили. Поэтому на сегодняшний день, я имею в виду, мы это граждане Украины. Да? Я ни в коем случае не причисляю нас с вами к террористическому режиму, который захватил власть в Украине. Нет, так подожди, граждане Украины, так а что им? Им рассказали, какой плохой Трамп, да, там поругал Зеленского в овальном кабинете. Все резко сразу стали любить больше Зеленского, который отстаивал после овального,
свидетельствует практика. Правда, сейчас там приходят такие разные опросы, но не будем им доверять, потому что война, не будем возвращаться к этой теме, что у Зеленского 3-е место, и он проигрывает там Залужному во 2-м туре. Но это такое, это как бы частное какое-то исследование слили в сеть. Но по сути-то, подождите, а что может народ Украины? Ничего. Нет, смотрите, на данном этапе политическую ситуацию в Украине мог бы изменить, кардинально могло изменить только армия, только ВСУ. На данном этапе и этот статус, и этот инструмент, он утрачен. Поэтому я говорю только с точки зрения уже состоявшегося события, что мы, как граждане Украины, на данном этапе утратили эту быструю возможность к прекращению огня и дальнейшему миру. Вот я только об этом. То есть, подождите, получается сейчас у нас народ Украины никак не может повлиять, будет мир или нет. Зеленский тоже никак не может повлиять, будет ли мир или нет. Наоборот, он хочет продолжения войны. Да. А Трамп и Путин, получается, будут решать, продолжать войну или нет. Ну, по сути, конечно, мы с вами должны понимать и осознавать, что военные действия на территории Украины зависят от Москвы и Вашингтона, конечно же. Но у Москвы есть свои конкретные, неизменные позиции, которые они закрепили еще в 2022 году, в 2023 году, и которые говорят сейчас. Вот. Они неизменны, и с ними о них всем известно, об этих позициях. Да? И пока эти позиции не будут соблюдены, говорить о каком-то мире не является возможным. То есть нужно выполнять условия договора и говорить о дальнейшем мире. То есть сегодня на процесс в Украине, конечно же, может повлиять только Соединенные Штаты. На процесс мира в Украине могут повлиять Вашингтон и Москва. Ну, финальный вопрос. Вот предложение Кита Келлога, я думаю, вы видели. Да, конечно. Ну, Александр, так а как это? Подождите, тут просто Да. Мы же с этим сталкивались уже, минские, помните? То есть точно так же. Там артиллерию должны разводить, оставили стрелкотню, они смотрели друг на друга, перестрелки вот эти, 15 километров это означает до свидания Херсон с этой стороны, до свидания Олешки, там Энергодар, Покровск, Торецк, то есть то, что завоевано, и проходили по 100, 200, 500 метров в день, да, нужно откатить вот на несколько назад, причем и с российской стороны, и с украинской стороны. И тут же возникает главный вопрос, а что никто не сказал, что это зрада? Ну, вы знаете, касательно того, что кто не сказал, почему зрада, потому что говорить уже по сути некому. Вот все те, кто говорили зрада, они могут говорить, что зрада по отношению Александра, там по отношению Александра Шелеста, по отношению к Украине, вот там то зрада, бо Зеленский сказал, да, или там отношение Дмитрука к миру, там это зрада. А это не зрада, это в порядке вещей, то, что происходит сейчас, то, что делает Зеленский, договор о металлах и так далее и тому подобное. Это все в рамках нашей национальной идеи, да. Хотя это никак не ложится вообще в рамках национальных интересов нашей страны. Вот. Подобные заявления со стороны представителей Соединенных Штатов Америки – это исключительно такой показательный процесс, что мы еще говорим о мире. Но при этом мы с вами всегда должны подобных заявлениях должны помнить о предварительных условиях, конкретных условиях, которые были озвучены Москвой. Понимаете? Эти условия могут быть изменены только в случае процесса прямых переговоров украинской стороны с российской стороной, но ни в коем случае не в процессе вот такого шапкозакидательства и информационных таких вот конъюнктивного оружия, скажем так, которое воздействует, если информационные вирусы воздействуют на всех граждан, да, той или другой страны, то конъюнктивное оружие влияет на власть, на лидеров мнений, на даже историков, экспертов и так далее. Поэтому это исключительно такие вбросы, которые не могут никак повлиять на реальную постановку дел. И когда они об этом говорят, они прекрасно понимают, что данный план
касательно 30 дней, касательно разведения войск, он не реализуем. Потому что по заявлениям Москвы, по позиции Москвы, есть территории, которые входят в ее состав. И этот процесс не будет обсуждаться. Ну так понимаете, в чем Понимаете? дело? Стойте. Келлог говорит, что это согласовано с украинской стороной. Это может быть Я бы не согласовано, задавал, да. смотрите, я бы не задавал вообще этот вопрос. Понятно, что у нас же как сейчас модно. Вы же видели Уиткофа, как шпиняли, да, вот шпильки ему вставляли. А кто такой Уиткоф? Он просто там кореш, друг Трампа. Он не имеет никакой, ну там, вообще статуса никакого. Но вот сегодня он получил статус, ну или ночью, о том, что он официально, он принял, там, присягу дал, он представитель Трампа по Ближнему Востоку. Вот официально. Все, окей, теперь не будет этих вопросов. Но Келлог, его же Москва сразу отмела, он с Москвой не пересекается никаким боком, он как бы работает на стороне Украины. И никто в Украине не задал вопрос, подождите, что значит? Это получается Ермак, Сибига и Умеров ездили, вот встречались с ним в Лондоне, с Келлогом, и вот это согласовали. Или потом созванивались, или потом пересекались. То есть как так? Подождите. Что значит 15 километров вооруженные силы должны отойти? А потом как-то вот контролировать вот эту 30-километровую зону. Ну, понимаете, это ведь с одной стороны, можно сказать, что вот смотрите, как много мы уступаем. А с другой стороны, это ничего, потому что подобные шаги уже были. И это не просто... чтобы взять и оставить там территории по линии разграничения, грубо говоря, проложить границу, да, по этой линии фронта и заморозить или, например, там договориться с русскими, что давайте вы там уберете у себя в Конституции, что это админ границы, мы тоже уберем или как-то вот сделаем так, что это будет не вся Запорожская область. У вас будет Запорожская, и у нас будет Запорожская. И вот как-то вот договорились, да. А это еще означает назад отойти на 15 километров. То есть вообще какой-то маразм. Никто не задает никаких вопросов. Так Украина на это согласна? Никто не задаст никаких вопросов, потому что, так скажем, те, кто их задают и задавали, они находятся абсолютно под полным руководством сегодня офиса президента, террористического режима. Поэтому какие вопросы нужно, такие будут задавать, какие не нужно, не будут задавать. Смотрите, тоже касается границ, условий, изменений в Конституции, изменений статуса, вот, изменения отношения сторон к тому или иному вопросу, к вопросу извечного манипуляционного вопроса Крыма или других территорий и так далее, он, вот услышьте меня, и я хочу, чтобы наши зрители услышали, этот вопрос реально возможно обсуждать и будет возможно обсуждать только на прямых, слышите, прямых переговорах представителей Украины и России, а не через посредников, которые на этом пытаются исключительно получить свою выгоду. Конечно же, этот вопрос когда-то станет, и не так долго нужно этому процессу. На сегодняшний день мы прекрасно с вами понимаем, что процесс Украины как еще субъекта ЧВК, частной военной компании в противодействии с Россией, реально его реализации там, может быть максимум еще 3-4 года. Вот. На территории Украины, мы с вами прекрасно понимаем, не будут воевать никакие западные военные структуры в полном объеме имеется в виду. Да? Поэтому вопрос территорий, вопрос отношений в конечном итоге просто не будет стоять, потому что я глубоко убежден в том, что Украина не может существовать как государство анти-Россия, Украина может существовать исключительно как внеблоковое субъектное государство, часть союзного государства России, Белоруссии и Украины. Вот, поэтому данный вопрос и его решение, реальное решение будет проводиться только на прямых переговорах украинской стороны с российской стороной. Все, что происходит сейчас, это процессы манипуляции, которые играют исключительно в интересах разных геополитических игроков, будь то американской стороны, будь то британской стороны или другой
любой заинтересованной стороны в этом вопросе. А заинтересантов может быть много, тема интересная, тема, на которой можно всегда играть, вот, тема очень острая, поэтому все это на сегодняшний день заявления, которые, к сожалению, не приводят нас к реальному решению этой ситуации. Мы с вами должны вспомнить, что, конечно же, любое мирное решение вопроса, любое прекращение огня – это, конечно же, плюс, потому что это всегда шанс избавиться от режима и сменить повестку, сменить принцип хозяйствования, сменить власть в Украине и так далее и тому подобное. Кстати, еще раз прошу заметить, что режим к этому готовится, к выборам, хотя сегодня мы видим, что повестка выборов из условий Соединенных Штатов где-то пропала, вот, она поменялась на повестку сделки, но при этом все равно киевский режим, он продолжает готовиться и к такому развитию событий, то есть к выборам. Вот, поэтому процессы могут происходить, переговоры могут происходить, но пока это никак не касается реальных национальных интересов нашей страны. Да давно уже не касается национальных интересов страны. Да. Это, к сожалению, можем констатировать. Артем Дмитрук был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Да, спасибо вам. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.